приставила что-то через карман куртки вот так вот ко мне. И говорит, типа, могу подкараулить и кишки вскрыть. Она пятками топает, она устраивает, тут она может даже днем. Ну, то есть назло. Назло во вред. Разбрасывают игрушки громко. Им кажется, что мы тут деремся, топочем специально. Так зачем вы ее били? Потому что это последняя точка кипения. Она сказала, вот у меня сейчас есть нож в кармане, я тебе сейчас в любой момент могу вспороть живот. Аня, ты и не ты ври умрешь. уже. Начинала музыку включать, топать, кричать. Полицейские стучались. Это ты долбилась, это твой полицейские голосок писклявый был. Что вообще Ты уйди отсюда, отойди, отойди. Она скандалистка. А как же она тогда с этой-то дружит? Видимо, с одной с ней Потому что дружит. они также и бухают вместе. И говорит мне такую фразу: до чего ты свою дочь довела, что она у тебя вены вскрывает. Давайте у нее спросим, резала, не резала, что там происходит и какие отношения с родителями. Добрый день. Ох уж это наследство, казалось бы. Машины, квартиры. Еще и соседи. Самое спорное из наследств, наверное. Сегодня в нашей студии Анна Вашурина из Забайкальского края. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Я так понимаю, что вы хотите свою соседку лишить родительских прав. Да, все верно. Почему? Что случилось? Моя соседка пьет постоянно, ругается с детьми, с мужем ругается, со мной ругается. Сколько у нее хотя бы этих детей? Детей 3. Дарья, Захар и Александр. Так. Даша 14, Захару 13, Александру годик. Ребенок младший постоянно плачет. Ругань между Дашей и Ольгой тоже постоянная. Вы сейчас описываете, в принципе, переходный период, там, возраст этот вот Девочка режет сложный. вены себе и курит, и выпивает. Откуда вы знаете, что девочка режет себе вены? Через соцсети. Она это выкладывает Да. где-то? А давайте мы посмотрим на этот пост, если вы не возражаете, и вы тоже. Единственный момент, когда кто-то писал собственной кровью мое имя. Мне было очень приятно. Сегодня утром меня родители довели, если что. Вот и ныло. А чья кровь? Сами догадаетесь. Мне эти сообщения в анонимке всегда нужны. Мне приятно. Опа. Хорошо, а в ПДН вы сообщали? Я обращалась к участковой, спрашивала, что да как идет. Она мне отвечала, что все уже органы задействованы, все скоро будет решаться. Администрация в курсе, по делам несовершеннолетних в курсе, ждите. Плюс я на постоянной основе вызываю полицейских. Заявления принимали, действий никаких не было. А вы говорите, маленький все время плачет. Насколько мне известно, он инвалид. По какой болячке, я не знаю. Могу сказать точно, что мальчик, он во время беременности, когда Ольга была беременна, она также пила. Я же с ней изначально вообще по-хорошему хотела. До этого боролась мама с ней. Мама там, я была маленькая, я особо этого не понимала. Мама боролась с ней, мамы ничего не получилось. Это, получается, 13-й год был. То есть правильно Юля 13-й, сказала, 14-й. эти отношения вам достались по наследству. Да, все верно. Понятно. А у Да вас... подожди, это был 13-й год, так И- это значит, что она уже 10 лет бухает, даже больше. Она, ее муж, она постоянно говорит, что он пьет, она святая женщина. У вас с этой святой женщиной прямые конфликты были? Вот у вас именно. Да, она угрожала жизни на постоянной основе, жизни и здоровью мне и моему ребенку. Нападала на меня. А ребенку сколько вашему? Моему 7 лет. А что она говорила? Как она угрожала? Я знаю, что твой ребенок идет один со школы. Я ее могу подкараулить и кишки вскрыть. А вот до рукоприкладства доходила? Да. Давайте сначала посмотрим, потому что вы нам рассказали, как Ольга на вас напала. Потом продолжим.
Возвращалась из магазина, произошла такая ситуация. Захожу сюда, пытаюсь найти ключи, следом за мной заходит Ольга. Я только достаю, она меня разворачивает и в этот угол просто зажимает. Приставила что-то через карман куртки вот так вот ко мне и говорит, типа, «И если что, вдруг я могу, типа, тебе, навредить». Я ее попросила отпустить, пожалуйста, она была очень сильно пьяная. Еще был один случай, когда я сидела на лавочке, и выходит Оля, и она с бутылкой спрашивает у меня, тебе что, жить надоело? А я знаю, что твой ребенок ходит после школы один. Я могу подкараулить, что-нибудь с ней сделать. И я, чтобы ее не слушать, встала и начала уходить. После этого она меня схватила за левую руку. Типа, я тебе сейчас вены вскрою. И глаза красные, и, это пьяные. Здесь начала царапать когтями. И вторую руку хватает, то же самое делает. Я вырываюсь, все, иду на парковку вот сюда. Когда она зашла в подъезд, я через некоторое время пошла за ней. Я слышу звук бутылок. В это время разговариваю с дежурной частью. Разбилась бутылка об мою дверь. Летает отсюда и меня вот сюда вот просто вот так вот. Пыталась закрыть лицо, потому что она била по голове, таскала за волосы. Мой знакомый спас в этот момент. Он просто открыл дверь и меня в квартиру затащил. Боюсь, что рано или поздно она меня все-таки убьет. Получается, 6 октября это все произошло, а суд был только в этом году, в январе. И что суд решил? Присудили ей 6 тысяч и сказали, что так как у нее ребенок инвалид, ей штраф меньше. Анечка, а почему вы плачете? Потому что мне страшно. То есть вы реально За боитесь? дочку, в первую очередь. Потому что у меня нет возможности. Я хочу доучиться, получить образование, я хочу дальше пойти, как-то выше чего-то добиться. Я все время переживаю за нее, все время стараюсь на телефоне быть и на парах, на учебе. Мне дочка звонит дома, днем даже. Она пятками топает. Она устраивает, вот она может даже днем, она ночью может это устроить. Просто пяткой. Вот. Ну, то есть на зло прям, да? На зло во вред. У меня ребенок пугается, звонит, мама, они опять шумят. Я боюсь, что она в дверь постучится. У нее было такое... Они в дверь долбились, матом покрывали. И меня, и моего ребенка угрожали. Вот Просили открыть двери. Смотрите, я понимаю ваши чувства, но если ее лишат родительских прав, это же ее не уберет из вашей жизни. Наоборот, только озлобит. И со злобы она, если вы говорите, что она на это способна, может еще хуже быть, нет? Я искренне надеюсь, что ей помогут с данным недугом и мужем. Мне кажется, вы что считаете, у нее что ее нужно алкоголизм. лечить? Да. Понятно. Давайте Ольгу спросим, что она думает по поводу этой ситуации. Мне кажется, у нее другая точка зрения совсем. Здравствуйте, уважаемая студия. Вот она я, алкоголичка. Пожалуйста, оценивайте. А что нам вас оценивать? Зачем? Я не знаю, что она хотела, написав в эту программу. Чего Мы она очень хочет хотим добиться. понять, какая вы мать. Слушайте, нет, нормальная давайте мать. насчет алкоголички, давайте по факту. Вот мы видели сейчас, что вас осудили. Это административное наказание. Но статья побои. Вы понимаете, что если будет вторая административка по этой статье, вы можете пойти уже по уголовному кодексу и отбыть реальный срок, несмотря на то, что у вас маленькие дети, тем более, что это может стать поводом, чтобы у вас этих маленьких детей не было. Но это же факт, вы ее били. Факт, да, остается фактом. Так зачем вы ее били? Потому что это последняя точка кипения. Она была в потому что алкогольном она постоянно опьянении. вызывает. Просто так. С красными У меня глазами. музыки вообще, Аня, в принципе, нету. Я постоянно слышу ваши... Так, то есть вы как дома ты-то пьянки не свою музыку, когда включаешь? Сегодня? Вообще постоянно. Хорошо. Я маленького ребенка на дневной сон усыпить не могу. Постоянно. Я на учебе в это время нахожусь. Да ладно, значит, твоя дочь. А давайте мы про вас поговорим. Скажите, давайте. пожалуйста, вы дома пьянки устраиваете? Я нет. А зачем тогда полиция приезжает? Когда приезжают, у нас тишина. Я могу добавить... И когда после 10 у нас всегда Когда они тишина. приезжают, мы быстро расходимся. Да, все именно А так. ты свои-то моменты забываешь. Вы Они еще пьете? звонят мне в Я нет. домофон. А Мне мужик некогда. ваш пьет? Муж пьет. Ну, Сильно соответственно, пьет? бывает у нас скандалы с ним. Вот. Этого не отрицаю. Почему не расходитесь? Уходила неоднократно. А не А хочет. зачем возвращались? Потому что накладно снимать квартиру.
А то есть это его квартира, в которой вы Это живете? наша совместная квартира 50 на 50. А разменять ее нельзя? Не получается. Почему? Не хочет. Ей нравится так жить. Скажите, Нет, я пожалуйста, вообще... Я предлагала во-первых, я помощь. вижу, что у вас на глаза навернулись слезы. Причина ваших слез какая? Уже накипела, уже устала сама. От чего вы устали? От Расскажите. мужа устала, и от Ани тоже устала. Так, может быть, надо все-таки разойтись? Мы разведены еще с 18-го года. В чем проблема разъехаться? Объясните мне. Спорная квартира. Материнский капитал в эту квартиру вложен, плюс добавляли его родители. Ага. Ну вот у нас спор еще с его родителями на этой почве. В судах спор или вы на словах На спорите? словах. Они не хотят вам отдавать. Нет, не хотят, они меня пытаются всегда выгнать. слушайте, если вы в разводе, то резонный вопрос. Ваш бывший платит алименты детям? На алименты подано, копится долг. Вот вы говорите, что у вас там не можете квартиру разделить, но если есть долг по алиментам, это же лишний аргумент в вашу сторону. Наши судебные пристава не хотят в эту сторону работать. Слушайте, они могут хотеть, могут не хотеть, все зависит от вас. Надо бегать Это вы постоянно. должны узнать, какой у вас долг, это вы должны написать заявление, это вы должны делать, никто за вас это делать не будет. Некогда, мы пьем. Хорошо, я слушаю. А вы работаете? Я в данный момент в декрете до 3 лет. А сколько вашему младшему? 1 год и 10. А что у него со здоровьем? Ребенку поставили ДЦП. Я не знала, Давно? что у него ДЦП. Да, в год и 2. Сейчас Год ему и год 2. и 10. Мы занимаемся интенсивно. Давайте так, вы нам показали квартиру свою и познакомились с младшим Квартира в сыном. плачевном состоянии. Давайте глянем. У нас обычная квартира, как бы начинаем делать потихоньку ремонт. Здесь кухня наша, как здесь детей кормлю, готовим еду, завтрак, обед, ужин. Все имеется для питания. Вот маленький мой Александр. Называю это особенный ребенок. Кушаем все подряд. Кушает сам все. Мы занимаемся вот на данном коврике, ходим, делаем массаж ножек. Опа! Вот так топ-топ. Ножки так помассирую, пяточки поделаем массажик, спинку делаем, всяко разному. Занимаемся с ним гимнастикой и массажем ежедневно. Хочу снять инвалидность. Получается, когда ребенок играет, получается, что он разбрасывает игрушки громко, получается, и нижним соседям это не нравится. И им кажется, что мы тут деремся, топочем специально. Бывает, что ребенок и на кухне кастрюлю вытаскивает, тоже кастрюлями гремит. Он у меня шустрый, шумный, но это не значит, что мы тут его обижаем. Вот начали делать ремонт, вот ободрала обои. Данная комната, здесь у меня проживают старшая дочь и средний сын. Здесь делаем ремонт им. Как бы для детей все имеется, все чисто. У нас здесь не притон, здесь никто так не гуливанит. Мы живем как среднестатистическая семья. Здесь она сейчас на видео сказала, что это ребенок кастрюлями шумит. Но по ночам она вот специально будто бы вот берет и просто чем-то вот тяжелым кастрюлей, Слушайте, а половником спит-то бьет она по когда? полу. Скажите мне, пожалуйста. Все-таки Они трое у них детей, была. один ребенок особенный. Как, вот если она ночами вас достает, спит она когда? Я не знаю, в какое время она спит. Может, они по пересменке пьют. Я не могу этого сказать. Был, да, момент, с 24 на 25 была пьянка. Вот прям как будто вот люди сверху слышно было, вот, что с 24-го они все вместе пили. Потом, получается, кто-то ушел, более-менее мужские вроде звуки слышно были. Шум
мужчин. Песни они пели, вот эти вот блатные мужские. Потом через время просыпаются, видимо, дамы, мужчины идут спать, и дамы садятся пить. И у них начинаются вот эти вот пьянки, они между собой начинают То разговаривать. есть у вас то Включается мужской другая хор, то музыка. женский. Вы Анне угрожали, что расправитесь с ее ребенком? Не в такой манере это было. А в какой это было манере? Единственный раз я Показалось. голосовое сообщение ей отправила. Какое? Не надо моего ребенка задевать. Я Какого? под караулю, да, я это сказала. Вы ее ребенка подкараулите и что сделаете? И все, и тишина на этом. Дальше не было продолжения. Вы ведь и на Анну в суд обращались, верно? Да. А с какой вот там-то иск какой был? А она выставила статус. Да, я была не права. В Она этой была в ситуации. этот момент пьяна. Она даже не помнила, что она писала. Это для меня это унизительные, оскорбительные. Давайте мы посмотрим, что там было, и вы обратились именно с этим иском. в суд, Да, именно с этим. Help me. Эти сволочи сверху задолбали. Когда они уже сопьются и их детей заберут в детдом? То тащат что-то и гремят, то музыку свою врубят. Черти, я вас доставать буду с 7 утра своей музыкой. По скриптум, этот крокодил смотрит мои сторис. Мне было страшно в этот день. Подождите, а очень почему вы на сильным суд-то не... алкоголем А вы Подождите. еще друг на друга подписаны и друг за другом в Нет, я социальных статус сетях? На закрыла. тот момент Я еще статус мы как-то- закрыла. Почему вы, Ань, не пришли на суд-то? Мне было страшно. Она в этот день, вот А получается, суд какое решение вынес? штраф, я с ним согласна. Я была не права с тем, что я вот этот статус выложила. Я сама боялась, она Слушайте, у вас в семьях деньги просто не переводятся. Нет, да. просто смотрите, какая ситуация Вы получилась. 5000, да, заплатили? Да. Получилась такая ситуация. Она меня подкараулила пьяная. Я шла с магазина, у меня наушник в ухе. Я иду, она сзади подкараулила меня, разворачивает в подъезде вот между дверьми и говорит, что типа ты еще раз полицию вызовешь, тебе вот, ну, угрожать начинает врешь, мне что и ли? моему ребенку. Она пьяная была. Аня, И ты чё что-то врёшь, из что? кармана вытащила, что-то такое, оно было как будто вот, ну, как ножичек. Она сказала, вот у меня сейчас есть нож в кармане, я тебе сейчас в любой момент, и она вот в бок мне вот так воткнула, и говорит, я тебе сейчас в любой момент могу вспороть живот. Аня, ты и не ты ври умрёшь. уже. И вот так смотрит на Хватит меня, дышит врать. перегаром, и я ей говорю, отпусти, пожалуйста, меня. Пусти, я больше ничего не буду, не Уже буду. сама В запуталась это в своей время лжи. все, она меня пускает домой. Это правда? Была такая ситуация? Нет, такого не было. Было единственный раз, только в октябре. Ты прыгала всё, на меня. не ты А больше. что было в октябре? Я вышла свою дочь встречать возле подъезда, так как у меня она забыла ключ дома. Так. Выхожу, Аня сидит на лавочке, курит свой вейп. Я подошла еще нормально к ней. Я говорю, Аня, долго будет это продолжаться? Она пьяная, с Писанина и так бутылкой далее. стеклянной вышла. Подождите, Не ври. И? Она демонстративно ухмыльнулась, включила свой диктофон и говорит мне такую фразу: до чего ты свою дочь довела, что она у тебя вены вскрывает? Пожалуйста, смотрите моего ребенка, у ребенка все нормально. Дальше что было? Она угрожала жизни и Я здоровью моей её дочери. В очередной раз. Дальше Я что очень было? сильно разозлилась, я ее схватила за волосы. Я ее трепанула 3 раза, Не она за волосы, вырвалась, а за убежала. руки. За руки она меня её схватила догнала и на держала парковке. вверх. Так, еще девочки, раз подождите, трепанула. давайте по порядку. Смотрите. А, то есть вы ее За около своего дома ребенка. трепанули, Она меня потом там на не била. парковке трепанули. Да. Нет, она меня не догнала. Ольга, вы нам сказали до программы, что вообще-то корень всего зла – это ваш мужик. Правильно? Так вы нам и в студии это сказали, что он И алкаш. пьянки он устраивает, и гулянки. Из-за этого и вам и дома жизни нет, И он вас алименты там не платит. терроризирует. А Аня вас терроризирует вне дома. Правильно? Да, уже это все в совокупности, уже накопилось очень много. Давайте так, смотрите. Мы вашего храбреца, когда пьяный, пытались на программу пригласить. Он почему-то отказался. Но поговорить нам с ним удалось. Давайте послушаем. Меня достало это штрафы, там, это милиция постоянно. Я пытался с ней поговорить, мол, хотел предложить, так ты приходи в гости, посидим, чай выпьем, поговорим. Она вот так на меня. А вы кто? Представляете, она что говорила? Я на работе, я устроился на ферму. Ольга мне звонит, ты сексом занимаешься в подъезде. Аня звонила Оле, у тебя Она тут... сказала, что здесь твой муж в подъезде, ну, сексом занимается.
Я в шоке, я на ферме. На работе там пацаны угорают. Дурная пивка точно. Я могу вот после работы баночку 0,5 пива взять, но выпил и все. То она рычит. Она у меня горластая. Она так начнет. Здесь все, видать, слышат. Я это... И все, и начинает от себя чем угнать. Драки были или что? Вот как она говорит? Было, когда-то было. Писала на заявление. Я отсижу без суда. Все ругаются. Я стараюсь сам домой просто не приходить. Водки, если выпьешь, я не прихожу. Я ухожу к родителям или сестра мне ключи, она на вахте сейчас, квартира пустая. Так он говорит, что он работает. Работает. А Работает. алименты где? Нет, он дает деньги вам какие-то на детей. По факту особо нет. Но То, что вот он мне принес, и он с меня вытягивает. Дай на баночку. не давайте. Вот и кричу. А из-за этого вы ругаетесь? Да. А друзей он таскает домой, которые с ним бухают? Это Слава соседи. богу, нет. Это Нет. соседи с 4-го этажа. Ну, соседи к вам вот ходят Соседи, бухать или да, не ходят? ходят. Да, мы общаемся, как бы мы приходим друг к другу, но мы там Пьют друг у дружки. мы пьем Музыку чай, слушают. пиццу Чай- стряпаем, чай торты пьют. стряпаем. Ты все правда-то откуда 40%, знаешь? видимо. Чай. То они вот напьются, она орет. Спасите, помогите, убивают. Вы- То вы- она пишет, что ее Подождите, головой подождите, толчком Мама подождите. разбили. постоянно кричит. Подождите, «Спасите, подождите, помогите». подождите. Оксана Бояркина, кто это? Это моя близкая подруга. И вы от них у нее в Да, квартире я прятались? уходила туда к подружкам. Я к друзьям чаще всего ухожу по ночам. Давайте Оксану Последнее позовем, время. спросим, как свидетеля, что же там происходит. Я такое? живу просто по друзьям, чтобы спать элементарно. Вы вот сидите, врете, что вы не пьете, что вы ничего. Аня неоднократно приходила ко мне, боясь за свою жизнь, за жизнь своего ребенка. Не стыдно как. А тебе-то не стыдно? Мне нет, а мне за что должно быть стыдно? То есть Аня ночевала у вас Да, и неоднократно. из-за нее? Да, потому что она там начинала музыку включать, топать, кричать, у нее дети орут постоянно. И не в дверь она ей долбилась неоднократно уже. Она ко мне приезжала, мне звонила, говорит, приедь, забери меня, пожалуйста, я боюсь выйти из квартиры. Я просто боялась, они долбились в дверь, вот вначале по очереди. Муж ее пьяный подолбится, говорит, выходи, я сейчас с тобой разбираться буду. А Долбится не ты в ли дверь. стучалась буквально 2 недели назад в 4 часа ночи ко мне? Это полицейские стучались. Это ты долбилась, Это твой полицейский голосок участок. писклявый был. Да? Да. Ну, Короче, извините. когда у нее вот такой трэш полицейский. дома, она звонит к вам и с ребенком приезжает к вам Да, ночевать. да. А И я- часто это происходит? Ну, сейчас как-то поменьше стало, потому что у нее молодой человек. А раньше вообще, грубо говоря, раз в неделю регулярно было это А всё. он с вами живет, молодой человек? Периодически. То есть он вас как защищает от Да, этого всего? по большей части Слушайте, Оксана, он а вы защищает. сами-то были в квартире у Ани, когда, Да, и когда неоднократно. наверху происходило в канале? Да. И что там было, вот расскажите. А, Ребенок игрушки кидал или что-то другое все? ну, возможно, но этого я конкретно не слышала. Я слышала, Такие игрушки громкие не я бывают. слышала, как у нее играла музыка на всю квартиру. Ребенок кричал. Давайте так, мы уж вспомнили здесь Анастасию Красавину. Это как раз женщина, с которой вы пиццу делаете и чай пьете, правильно? И не бухаете? Нет, нет. Нам нет. некогда, у нас дети. Поэтому, видимо, Анастасия считает, что, конечно, проблема не в Ольге, а в Анне. Давайте у нее спросим, почему. Здравствуйте, студия. Ты что, вообще офигела или что? Чё, неадекватная? Сидишь тут, врешь, как тебе... Настя, как ты себя успокойся. брать? Как ты себя В каком ведешь? месте я Расскажи. должна найти? Бревно промеж глаз вытащи Да сначала. правда, что ли? Правда. Агрессивная такая. Ты что, со стаканом нас поймала или что? Да вас Или слышно, пьяных на элементарно лавочке слышно, видела. как вы Слышала, бухаете. у тебя ухо постоянно на потолке. Да. Если ты вот только что сказала, Какой что ты потолок? уходишь из дома. Так я что, дома не должна жить, по вашему Так ты мнению? сама говоришь, что ты уходишь из дома. Настя, у меня к вам Подожди, очень подожди, серьезный подожди, я вопрос. хочу по этому поводу. Помолчи сейчас. Серьезный вопрос Нет, к Насте. помолчи сейчас. А дальше пойдешь в свой Помолчи пост. Один сейчас важный же. вопрос. С чем вы делаете пиццу? 2 начинки. Спрашивай. С соленым огурцом и с красным перцем. О, значит, делают пиццу, не врет. Понял? Это Но если важно говорить было. серьезно, вы нам до программы сказали, что
Анна так действует не потому, что Ольга ее достает, а потому, что у нее на самом деле скверный характер. Она Она такая. находит жертв везде, где бы ты ни Да. находилась. У нас в одну группу, я сейчас скажу, ходил ребенок. Ее шни мой. Она там всех достала. Она с родителями ругалась. Она Почему? везде бегала, писала. А там-то что, тоже Она весь шумели? садик достала. Она, находясь здесь, она уже с родителями со школы поругалась. Собралась идти писать на них в прокуратуру. Я? Что они собирают деньги нелегально на наших же детей, Голосовые? дарить подарки на праздники. Нет, я не говорила ничего. То есть вы считаете, Анастасия, что она просто скандалистка? Она скандалистка. Что она всегда себе везде найдет Она жертву, везде все снимает. проблему и Да. вот будет бить до конца, до последнего. Она... А как же она тогда с этой-то дружит? Я не знаю, как она, видимо, с одной с ней Потому что дружит. они также и бухают вместе. Анастасия, вы нам предложили посмотреть один из постов, который Анна выложила в интернете, как доказательство того, что у нее скандал просто впереди нее родился, верно? Да, она такая Давайте скандалистка. посмотрим. Сейчас стояла на остановке, две женщины мне говорят: «Девушка, можете не курить вейп?» В ответ: «Нет, не могу». И тетя мне такая: «А надо, чтобы смогли». Далее отвечать даже не стала. Если таким тетям что-то не нравится, в чем беда отойти? Мы не в Корее, где есть отведенные места для курения. Мы в России, где курят везде и все. Да и на малогабаритный вейп возмущается. Ну и это финиш. Люди, которым не нравится, что рядом с ними курят, парят и так далее в общественных местах, сделайте выводы, что не люди виноваты, что они выпускают дым, а вы лично виноваты, что вам не нравится. У нас большая часть населения Краснокаменской России, в общем, курят. Вам же не нравится. Отойдите. Там женщина подошла прямо вот к мусорке. Ну, жизнь Там женщина вылаживаешь подошла в к интернет. мусорке, где мужчины Еще курят. до Оли Я докопалась. курила, мужчины. Она вот, ну, видимо, без настроения с утра была. Вот мусорка, вот остановка. Мы стояли около мусорки, там мужчины, мы с Ксюшей курили. Я вейп, она сигарету. А Нет. женщина подошла, я этот пост создала для Смотрите, того, чтобы, да ну, давайте люди, так. будьте добрее Да с утра. Почему? Это как-то не похоже на пост с посылом «Будьте добрее». Там в комментариях я писала. Нет, это об похоже этом. на пост утром, что я встала не с той ноги. Это вот Не, так ну там похоже. просто тетенька Нет, именно вы не... подошла. Смотрите, у нас у всех такие ситуации могут происходить и не один раз на дню. Да, Но я только понимаю. 0,0000,1% пойдут и напишут на эту тему пост. Ну и с этим я тоже согласна. Я вам сейчас серьезно говорю. А остальные просто на этом не зацикливаются. А вы зацикливаетесь, это заметно. Нет, я просто больше в общественных местах стараюсь не парить. А как же ты тогда вылаживаешь видео, с Китая едешь и пиво пьешь? Не каждый день она поехала с отпуска. Вот именно, Я что она это поехала делает. в Манчжурию Она это отдыхать. делает. Она делает, Это она не- не каждый день, как вы это делаете. Девочки, Врубят это свою так музыку, интересно, потом все, что вы топчут. сейчас говорите, так увлекательно. Мне кажется, если бы вы оказались сейчас на исповеди у священника, вы бы рассказывали не о своих грехах, а о чужих, о грехах друг друга. Очень много. Она, они, тетка на остановке, в соцсетях написал кто-то чего-то. Вот если бы каждый у нас занимался своими недостатками, с такой же энергией, с такой же увлеченностью, рвением, как у нас принято заниматься чужими недостатками, может быть, у нас и общество было бы другое. Может быть, и не было бы вашего конфликта, потому что некогда было бы. Понимаете? Одна другую одну хает, другая другую. Себе подругу привела, эта подругу привела. Но эти подруги на этом не кончились. Предлагаю посмотреть на экран. Был очень неприятнейший инцидент с этой Олей. Однажды ночью она била ногами то ли кирпичом в свою железную дверь. Это грохот, рев, мат. Я халатик набросила и почопала на 3-й этаж. Она на меня как напустилась. Ты какого сюда пришла? Я тебя сюда не звала. И пошла ты, старая корга, отсюда. Ну, это все перемежается матом. Ну, я пошла, она бежит за мной. Давай долбать в мою дверь. Я вызвала наряд. После того скандала со мной я больше не слышала. А потом она бамц, и оказывается, она беременная и уже родила. И пьяной я ее не видела. Скандальная женщина. В детском саду, то есть она жалобы писала? Конечно. Ее все виноваты. Конфликты были часто с родителями. Меня материло, было такое дело. Я вывела ребенка с расстегнутым сапогом. Причина была то, что замок был сломанный. И все из нее это полезла. Она, то есть, вас материла, отправляла это видео? Видео в комитет, типа доказательства,
что мы вот так вот делаем неправильно. Конфликты начались у Оли с мужем. То, что Игорь пьет постоянно. Ее разъединить с Игорем – это идеальный человек. Ей некуда идти. Аня живет снизу. Она защищает, конечно, себя в этой ситуации. Ну и Аня тоже, у нее характер не сладкий. Она тоже постоянно любит создавать конфликты. Она очень свободный человек. У Ани тоже бывают гулянки. Они друг друга гнобят. Понятно, что между девочками скандал, понятно, что характеры у каждой из них ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну Понятно, там, извините, понятно, ребенок что на час и этот мужик на улице провел с расстегнутым Так, сапогом. еще раз. Вы сейчас только подтверждаете то, что говорят про вас. Вот сейчас надо помолчать, если вы умеете, конечно. Да, хорошо. Спасибо. У нас в студии сестра Анны. Про девочку расскажите. Дочка резала руки или нет? Да. А вы откуда это знаете? Статусы было видно. Ну, именно что видела, нет, я не видела. Но статусы, которые она выкладывала, я видела. Ну, давайте так, она же могла краской это нарисовать. Возможно, да. Она непростой ребенок. Вы все Непростой. это прекрасно видите. Этому ребенку, возможно, не хватает внимания, любви. А возможно, хватает. заботы. Если бы хватало, то она бы так себя не вела. Миллион семей, Она у бы не которых... снимала такие видео. Какие? Ну, где она матерится, где она курит. То есть она может вот в таком разукрашенном виде выйти на улицу. Ну, не любой человек сможет вот так взять и выйти. Вы пришли сюда с определенной целью. По крайней мере, вы ее так озвучили. Ее нужно лишить родительских прав. Хотя бы на время. Послушайте Чтобы меня, ее пожалуйста. вылечить. Вот вы можете помолчать в конце концов или нет? Нет, она не может. Мы поговорили с ведущим специалистом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Краснокаменске. Давайте послушаем, что она сказала. В 2024 году поступил звоночек тревожный по поводу того, что между двумя семьями идет конфликт, как соседей. И в обоих семьях есть несовершеннолетние дети. Соответственно, сразу же отреагировали и вышли к ним на адрес. И попали только к одной семье. Это к семье Ольги, где 3 несовершеннолетних детей. Замеченные в употреблении алкогольных напитков ни мама, ни папа не были. Дома были продукты питания, спальные места и рабочие места для детей были. Единственное, что мы заметили на момент посещения, это то, что дома было не убрано, разбросаны детские вещи, игрушки. Мы сразу же маме дали рекомендации привести в порядок. Дети были абсолютно спокойны, дети активные, разговорчивые. Ольга сама обратилась к нам с той проблемой, что ее муж злоупотребляет алкогольными напитками и попросила ей в этом плане помочь. Дарья самовыражается. Про то, что Анна, соседка, говорит о том, что она выкладывает посты с самопорезами там, или еще с какими-то повреждающими себя фотографиями, не подтвердилось. Только с 3-го раза смогли попасть к Анне. И Роза нам также показалась активным ребенком. Внешних признаков жестокого обращения с ней нет. Дома также имеется все необходимое, и спальное место, и рабочее место. Причин постановки данных семей на учет не имеется. Почему мы их навещаем по месту жительства в связи с тем, что там есть несовершеннолетние дети, и между взрослыми идет конфликт. Анастасия, а вот тут шансы какие, если мама напишет заявление, органы опеки поддержат маму в суде, лишить его родительских прав? Нужно начать с алиментов, потому что судебная практика идет по такому пути. Сначала нужно вот этот статус получить злостного неплательщика алиментов, то есть административная ответственность, потом, как вы правильно сказали, уголовная ответственность, и после этого уже идти с иском в суд. Они живут вместе, поэтому доказать, что он не поздравляет, не участвует, не в курсе, никто его не знает, в этой части будет сложно. Плюс нужно идти по вот этой алкогольной линии, соответственно, собирать подтверждение, доказательства того, что он злоупотребляет алкоголем. Поскольку Даша уже взрослый человек, ей 14 лет, мы решились все-таки позвать ее в студию. Давайте у нее спросим, резала, не резала, что там происходит и какие отношения с родителями. Ты вообще адекватный или кого? Я ничего не режу, ты вообще адекватно себя слышишь? Ты почему за мной следишь? Ты посмотри, где я режу, где я режу? Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Вы резали руки?
Нет, я вот показала, я ничего не режу себе, я не пытаюсь как-то себе навредить, потому что мне жить хочется все-таки. Отлично. А зачем вы выкладывали в социальные сети вот эти вот странные посты? Я это делаю, шутка. Я подросток, почему можно... Ребенок себя проявляет. Вы что этим хотели? Меня почти что весь город как-то задевает. Я как-то пытаюсь, что ли, чтобы они как-то от меня отвязались. Я пытаюсь... А вот так почему вот вас задевают? Что говорят? Я отличаюсь от других подростков тем, что вот так вот одеюсь, крашусь и так далее. Так. Но вы же понимаете, что если вы это делаете, то, естественно, на вас будут обращать внимание. Я понимаю все, но я хочу самовыражаться и хочу выглядеть так, как мне Так это нравится. прекрасно. Я сейчас говорю исключительно про то, что вы сначала самовыражаетесь, потом удивляетесь, почему на вас обращают внимание. Ну, конечно, на вас будут обращать внимание. Кому-то это будет нравиться, кому-то это будет не нравиться. Но мне кажется, что если вы хотите вот так самовыражаться, вы готовы к тому, что это не всем понравится. Откуда у вас такой протест? Вам удобно дома жить, комфортно? Нет, мне некомфортно. Ну, так я про это и говорю. Может быть, причина-то в этом вашего поведения? Нет, я хочу, чтобы папу вообще от нас увели. А к папе алкаши приходят, друзья? Нет, он если куда-то идет, то он с ними на улице пьет. А у вас какие отношения с папой? Я отвечу честно, я ненавижу своего отца. Почему? Потому что он постоянно пьет и ругается с мамой. Есть еще другие вещи. Какие другие вещи? Скажу честно, один раз он меня сильно ударил по голове. За что? Что произошло? Я с ним ругалась. А бабушка с дедушкой, его родители, как к вам относятся? Относятся нормально, но перед тем, как вот сюда прийти, она мне недавно звонила и говорила, не вздумай ничего про отца говорить, там, фамилию позоришь и так далее. А вы понимаете, что вот такими своими постами в социальных сетях, я ни в коем случае не хочу вас загонять в чувство вины, но вы прежде всего подставляете свою маму. Потому что после таких постов у подростка, у органов опеки, у ПДН и у всех остальных есть абсолютно полные основания для того, чтобы прийти и провести проверку. Вот зачем вы это делаете? Я сначала делала это, чтобы, не знаю, просто так, для себя, но сейчас я успокоилась, я закрыла почти что все свои соцсети. А вот такой макияж — это проявление чего? Самовыражение. Стиль у меня такой. Угу. А как он называется? Даже не знаю, как сказать. Он называется по-английски, но если перевод, то «милая кровь». А что это значит? Это движение какое-то? Не, это, получается, оттенки розового, черного и что-то такого вот милого и страшного одновременно. Ну, смотрите, мы поговорили с Дашей перед передачей. У нее абсолютно ничего не порезано нигде. И Даша, я хочу, чтобы вы это поняли все, живя в такой обстановке, на самом деле осталась совершенно адекватным ребенком. Она реально переживает за маму со своими братьями. Мало того, мама для нее является опорой. У нее нет больше никого. Только мама говорит, ребенок самовыражается. Ну, конечно, Анна, давайте мы отдадим ребенка в детский дом, и ему, конечно, будет лучше. Я просто хочу, чтобы Нет, помогли. вы закройте рот, пожалуйста. Да, Один раз конечно. закройте рот и послушайте, потому что слушать вы не умеете. И я хочу вам тоже сказать, пользуясь случаем, что в вашей жизни у вас будут огромные проблемы дальше, пока вы не научитесь открывать свои уши. Доктор может только поджать губы и так сказать, что все это одна большая история, то есть это можно называть различными формами психопатий, различными формами неврозов, все это смазано пивом там, или алкоголем каким-то. В общем, именно так начинается что-то страшное. Нужно прекращать обслуживать невроз за счет других людей, обсуждать свою личность с когнитивно-поведенческим психотерапевтом. Девочки, я согласен абсолютно с каждым словом каждого эксперта, который здесь прозвучал, а от себя хочу добавить. Беда на пороге. Пока все это бабские склоки, это одна история. Но дойдет это до беды. Абсолютно точно.